Всем привет! Вы на канале 88 Клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. В сегодняшнем ролике я вяжу модную и очень простую сумку из трикотажной пряжи. Характеристики моей пряжи: в 330 граммах 100 метров. Это 100% хлопок. Ссылку на магазин, где можно приобрести все необходимые инструменты и материалы, я оставляю в описании под этим видео. Туда же прикрепляю свой промокод на скидку. Также оставлю информацию по точному расходу пряжи, так как пряжи мне потребуется меньше одного клубка. Приступим к работе. Я оставляю небольшой запас нити, около 1,5–2 метров, для бесшовного соединения рядов. Набрасываю нить на крючок, при этом отрез нити перед работой. Подхватываю рабочую нить и создаю первую петлю. Далее рабочей нитью я создаю 9 воздушных петель. 1, 2, 9. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 точек для провязывания у меня образовалось. Теперь я буду вставлять крючок в заднюю перемычку. Пропускаю первую. Это будет подъем на следующий ряд. В следующую вставляю крючок и провязываю столбик без накида. С этого момента мне необходимо контролировать поступление нити в полотно. Все время скрутка, шов смотрит на пальцы вверх для ровного и аккуратного вязания. Следующая перемычка. И так до конца ряда. И последний, 8-й столбик в последнюю петлю. Напоминаю, у меня было 9 точек для провязывания, но первую я пропустила. Здесь можно распустить узелок, чтобы не было уплотнения. Вытягиваю нить, которую оставила с запасом. И подтягиваю. В последнюю точку, в которую уже провязала столбик, я провязываю рабочей нитью еще 2 столбика. В общей сложности для поворота 3 столбика в одну точку. Рабочую нить, которая у меня остается для соединения рядов, я пускаю внутри полотна для того, чтобы она оказалась у меня в начале кругового ряда. Продолжаю вставлять крючок за 2 дужки кромочной косы, ровно в те же отверстия, в которые вставляла, когда вязала ряд прямой. Сейчас обратный ряд, крючок в ту же точку и столбик без накида. Здесь в конце ряда у меня была петля подъема после цепочки из воздушных на столбики без накида. Вот в эту петлю за обе дужки я провязываю 3 столбика в одну точку для формирования аналогичного поворота, как на противоположной стороне. Первый, сюда же второй и сюда же третий. Готово. Далее я буду делать соединение ряда. Мне нужно распустить 3-й столбик, вставить крючок и провязать его запасом нити, вытянув нить полностью. Далее вставляю в первую кромочную косу ряда, увожу с лица наизнанку и возвращаю в исходную петлю, также наизнанку. Таким образом ряд закольцевался, и здесь у меня образовалась точно так же кромочная коса. Далее перехожу к вязанию второго ряда. Основной узор полотна — галочка в раскол. Я вставляю крючок в раскол в первый столбик,
С лица крючок входит между двух дужек одного столбика, и с изнанки то же самое выходит между двух дужек. Внимательно за этим слежу. Вытягиваю и провязываю первый столбик следующего ряда. Далее по аналогии столбик за столбиком до поворота. На повороте у меня 3 столбика, и в каждый из них я провязываю по 2. То есть в каждую точку делаю прокол в раскол, отхватываю рабочую нить и провязываю 1, и следом в эту же точку второй столбик. Готово. Далее второй и третий делаю то же самое. Из 3 петель на повороте у меня получается 6. Продолжаю вязать по ровной в одну точку 1 столбик до следующего поворота, пока не закончится второй ряд. На следующем повороте я делаю то же самое, то есть провязываю в 3 точки поворота по 2 столбика. Из 3 получаю 6. Точно так же распускаю последний столбик и провязываю его краем нити, которую оставила с запасом. Вытягиваю для того, чтобы сделать бесшовное соединение. Вставляю в первую кромочную косу с изнанки на лицо, увожу нить туда и возвращаю в исходную петлю на изнанку. Подтягиваю, готово. Переходя на следующий ряд, я немножко смещаю начало ряда. Вставляю крючок не в первый столбик, а в тот, который следует перед ним. Вывожу первую петлю третьего ряда. Далее я буду вязать ряд за рядом узором галочка в раскол, без добавлений и убавлений. То есть количество 26 петель в круг у меня сохранится до конца вывязывания глубины изделия. Продолжаю ряд за рядом, соединяю ряды с помощью хвостика по аналогии с предыдущими рядами. Я провязала необходимую глубину изделия. В общей сложности у меня 16 рядов. 2 ряда с добавлениями и 14 рядов без добавлений. Глубина моего изделия сейчас 18-19 сантиметров. Ее обхват по окружности порядка 36 сантиметров. Сейчас перейду к оформлению клапана. На моем канале есть сумочка из трикотажной пряжи похожей модели, и там подробно рассказываю, как связать клапан. По аналогии можно воспользоваться этим видео, добавляю ссылку также в описании. А у меня клапан уже готовый, очень интересный и модный в этом сезоне. Похож на овчинку, меховой. Итак, я сейчас для себя определяю точки, в которые я его привяжу. Конец ряда у меня примерно в том районе, где начинается привязка клапана. По клапану 10 отверстий. По сумочке я отцентрую относительно центра и намечаю те точки, куда будет привязываться клапан. Считаю эти точки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, теперь перехожу к привязке. Перехожу на крючок потоньше, соответственно, чтобы он хорошо проходил в отверстие по клапану. Удаляю маркер, ввожу крючок в первое отверстие, ввожу крючок за обе дужки кромочной косы, подхватываю рабочую нить и протягиваю.
Первая точка закреплена и так далее. Стараюсь не стянуть изделие. Стежок за стежком осуществляю пришивание. В последней точке также удаляю маркер. Подхватываю рабочую нить. Здесь сейчас можно вернуться на основной крючок и продолжить сделать обвязку по краю изделия. Вставляю крючок в заднюю дужку кромочной косы и протягиваю соединительную. Так, петля за петлей до того момента, где у меня кончался и начинался новый ряд. Обвязка завершена. Я отрезаю нить с небольшим запасом, вытягиваю и делаю соединение в следующую кромочную косу наизнанку и возвращаю в исходный стежок по аналогии, как соединяла из ряда в ряд. У меня осталось 2 отреза нити, которые нужно спрятать, чем я сейчас и займусь. Далее перейдем к дооформлению изделия. Сумка готова. На нее было потрачено около полмотка пряжи. С остатка можно изготовить вязаную ручку или какой-то аксессуар дополнения к изделию. Все необходимые ссылки, а также ссылку на пошив подкладки в такую сумочку я оставляю под этим видеороликом. Туда же добавляю свой промокод на скидку для заказа необходимых материалов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!